Здравствуйте, с вами Анна и мой канал Фишки-Солишки. Как я уже говорила, посылок мне пришло много, поэтому ловите новую распаковку. Вообще, в последнее время AliExpress радует быстрой доставкой товаров. Примерно 80% всего, что я заказываю, приходит быстро, где-то в течение месяца, ну а некоторые за несколько дней, если это доставка из Российской Федерации. Напоминаю вам, что все ссылочки на товары вы, как всегда, найдете внизу под видео в описании, а цены в нижнем правом углу. Ну что же, поехали смотреть. Открывает мой сегодняшний обзор посылка, которая пришла ко мне из магазина «Ковтеныши». «Ковтеныши» – это российский магазин, который работает на платформе AliExpress. В этом магазине можно найти много интересной детской одежды. И здесь мне пришла шапочка и снуд, набор из флиса. Встречает нас интересная и красочная брошюра. Здесь есть QR-код. Можете отсканировать и попасть сразу на страницу магазина. Показаны товары, которые есть в этом магазине, а также особенности флисовой ткани. Мы это с вами все обязательно тоже посмотрим и проверим. Но обратите внимание, как здорово сделана эта брошюра. Мои дети сразу же ею заинтересовались, стали читать. И, в общем, очень интересно. Здесь также указано, как можно вернуть или обменять товар. Магазин работает со СДЭКом, что хорошо, это быстрая курьерская доставка. Даже глядя на эту брошюру, можно понять, что люди, которые ее создавали, очень трепетно относятся к детям. Это, конечно, всегда подкупает. Ну а теперь, конечно, давайте посмотрим, что же мне пришло. Забавная шапочка с ушками и снуд из розовой флисовой ткани. Здесь у нас имеется фирменная бирочка с названием магазина «Ковтеныши». Снуд длинный, мы его с вами рассмотрим чуть попозже, а сейчас шапочка. Сразу чувствуется, какой приятный на ощупь материал. Я вообще очень люблю флис за то, что он теплый и в то же время легкий. У меня у самой много разных кофт, и у детей моих тоже много разной флисовой одежды. Но качество флиса везде отличается, и качество этого флиса мне очень понравилось. Посмотрите, как аккуратно сделаны все шовчики. Но это еще не все. Мы ее сейчас с вами вывернем и посмотрим, что же там на обратной стороне. Здесь у нас бирочка, состав и как стирать нашу шапочку. Размер 54. Нужно померить головку своего ребенка и подобрать точный размер. У меня это получилось. Все швы выполнены безупречно, никаких нареканий нет. И эта шапка двойная, то есть ее запросто можно носить зимой. Обычно я все-таки флисовые шапки заменяла на какие-то шапки с утеплителем. С этой шапкой этого не потребуется, потому что она действительно будет очень теплой. Выворачиваем шапочку, и вот этот конец можно уже загнуть так, как будет удобно вам и вашему ребенку. Кстати, когда я читала отзывы, видела, что и взрослые девочки брали себе такие шапки, благо размерная сетка позволяет. Ну а теперь снуд. Он тоже двойной, у него один шов только вот здесь внизу. И, конечно же, из точно такого же материала, и он очень тепленький. Мне, правда, очень понравилось, качество прямо на высоте, ничего не скажешь. Снуд этот сворачивается в 2 раза, и мы с вами получаем теплый шарфик, который не надо завязывать, что тоже очень удобно для детишек. Ну, вот так примерно это должно выглядеть. Стоимость такого набора 980 рублей, что, я считаю, очень недорого за такую качественную вещь. Ну, а это наша модель, она вам показывает, как на ней сидит эта шапочка. По-моему, все очень здорово. Также возможен вариант, когда снуд можно перевернуть и использовать его, когда холодно, или, например, как маску, что сейчас очень актуально. Вот так. Ей понравилось, невозможно. Говорит, можно, мама, я сегодня пойду. Я говорю, ну, конечно, давай, 21 градус на улице. А еще посмотрите, какую интересную вещь я обнаружила в этом магазине. Это мягкая игрушка, которая трансформируется в кофту. Здорово, ребенок выходит с игрушкой, стало холодно, раз и у него теплая флисовая кофта. Есть даже такие толстовки. Я такого не видела, мне понравилась идея. Видимо, люди действительно очень любят детей.
Подводим итог. Ткань теплая, легкая и, что немаловажно, гипоаллергенная. Как вы знаете, у меня у дочки тут обнаружилась аллергия. Поскольку магазин находится на платформе AliExpress, то, естественно, действуют и все привилегии. Купоны, работает кэшбэк, а также в самом магазине частенько есть промокоды, которые позволяют вам купить продукцию с большой скидкой. В общем, мне понравилось и качество, и магазин, и, в общем, могу вам рекомендовать. Ну, а дальше товары уже из Поднебесной напрямую. Это я заказала себе сетевой фильтр, хаб, пилот, по-разному называют. Вы у меня уже в распаковке видели похожий, но этот чуть подешевле, тот, конечно, стоит дорого, а я брала для дачи, и, в общем, жаба задушила меня, что уж тут говорить. Но если вам эта штука нужна для дома, я все-таки советую вот взять как на картиночке, разориться. Он, конечно, очень классный, обзор у меня на него тоже есть. Пластик у него такой средненький, есть кнопка включения-выключения, 4 USB-порта, нету порта для быстрой зарядки и 3 гнезда для вилки. На оборотной стороне нету никаких держателей, так что повесить его не на что, придется придумывать самим. Вилка евро, обращаю еще раз ваше внимание, смотрите, когда покупаете. Шнур 1,8 метров. Ну, давайте проверим, включаем-выключаем, подключила я к сети и загорелась лампочка. И сейчас мы, конечно же, на подопытном телефоне моего мужа, как всегда, проверим работоспособность этого хаба. Ну, все прекрасно работает, нареканий у меня нету. Сейчас мы проверим также и розетки. Да, все хорошо. Защиты на этих розетках нету, как на том. Но в целом я довольна. Провод гибкий, достаточно длинный. Уже на даче его повесила, опробовала. В целом нормально. Бюджетная такая версия. Ну, а это тот, что висит у меня дома. Я не могу нарадоваться. Работает уже более 1,5 лет. И, конечно, войдет в топ лучших товаров. А об этом товаре я упоминала в прошлой распаковке, когда показывала вам таблетки для зарядки часов Apple Watch. Я заказала себе беспроводную зарядку 2 в 1 для телефона и для часов. Коробочка симпатичная, очень удобно складывается. Здесь указан цвет, я взяла голубой. Ну и давайте посмотрим, что там внутри. Вообще, неожиданно он такой оказался добротный. Здесь есть инструкция, достаточно подробная, цветная. Но особо, конечно, никакой инструкции это дело не требует, так что мы с вами разберемся и без нее. В комплекте имеется зарядный кабель, то есть вы присоединяете к розетке, и вот таким образом она работает. Аккумуляторов нет. Кабель Type-C, USB на другом конце. Ну и, собственно, сама зарядка. Упакована, как видите, хорошо, прям с претензией на качество. Ну и действительно хороший такой качественный материал, Soft Touch. Тяжеленькая она, неожиданно. Вот получается большая круглая часть, это для телефона, а вот эта вот часть для Apple Watch. Она вот так вынимается, и часы можно на нее поставить. Здесь тоже есть защитная пленочка. Мы ее сейчас с вами снимем. Ну и, конечно же, все это дело протестируем. Вообще, конечно, штука удобная, как дорожный вариант, можно ее присоединить, скажем, к пауэрбанку и зарядить одновременно и часы, и телефон. Подсоединяем к сети и проверяем. Функцию беспроводной зарядки в нашей семье поддерживает только мой телефон, поэтому снимаю я сейчас на телефон мужа. Ну и вот он подумал, и зарядка пошла. Ну а теперь главное – часы. Обычно с этими таблетками всегда проблемы. Они либо не заряжают совсем, либо не заряжают с нуля. То есть после полной разрядки зарядить их нельзя. И это произошло и с этой зарядкой. Если у вас полностью разряжен телефон или часы, то с нуля вы не зарядите. Это, конечно, очень обидно. Наверное, где-то неудобно, но если ловить этот момент, то можно пользоваться.
А эта посылочка пришла для сына моей подруги. Он увлечен серьезно конструкторами Лего, собирает просто огромные там какие-то машины. И вот эти человечки как раз от Лего. А я уж раскрывать пакетики не буду, пусть ребенок это сделает сам. А на картинке я вам покажу, как это должно выглядеть. Вариантов у продавца много. И обратите внимание, у него платная доставка. Я ни у одного не нашла, чтобы она была бесплатная. Так что имейте в виду, если ваши детки этим занимаются, то я думаю, это классный подарок. Они очень дорого стоят у нас в магазине, и все-таки на Алиэкспресс можно их приобрести дешевле. Никак он не мог дождаться этих своих монстров, радости было полные штаны. А это небольшая сборная посылка. Здесь всего 2 товара, но зато каких. Начнем вот с этой посылки. Здесь мне пришли рыбы, игрушки мягкие, это для кошек. Они должны быть набиты кошачьей мятой, и наши кошачьи очень любят это дело. Посмотрите, какие глаза. Я уже видела подобные игрушки у других блогеров, думаю, что же это я-то сижу, мои прям такое дело уважают. Я, честно говоря, думала, что они будут внутри еще с такой шуршащей какой-то тканью, обычно так делаются эти игрушки, но нет, они просто мягкие, ну и должны быть набиты кошачьей мятой. У нас в кошачьей семье есть эксперт по кошачьей мяте, зовут ее Офелия, это старейшина, и сейчас мы с вами ей предложим и посмотрим, действительно ли там есть кошачья мята. А вот и она. Мы предлагаем Феле понюхать, и, как видите, по реакции кошки, кошачьей мяты там предостаточно. Феля ее, конечно же, сразу обновила. Посмотрите, она начинает об нее тереться. А надо сказать, что эта мадам у нас еще та аристократка. Ну, а это, конечно же, ребенок, котенок, мимо которого ничего не проходит. И он тоже заинтересовался этой игрушкой. В общем, всем она очень понравилась, и я буду обязательно заказывать еще побольше, потому что они тут чуть не передрались из-за этих игрушек. Ну и, конечно, как истинная мать, она не могла не дать поиграть своему ребенку. Ну и вот он ее, видите, обнял и теперь никому не дает. Следующая посылка уже для человеческого детеныша. Своему сыночку я заказала вот такие маленькие инерционные машинки. Продавец в подарок положил наклейки, очень симпатичные, но почему-то девчачьи. Моя сыночка очень уважает всякие маленькие машинки, таскает их постоянно за собой в детский сад. И вот такой наборчик ему очень понравился. Да, они, посмотрите, все инерционные и все по разной цене. Полиция, городские автобусы и также вот эти трактора. Это серия McQueen. Я думаю, что мамы мальчиков прекрасно знают, что это такое. Это детский восторг. Тут еще есть кран, который, посмотрите, работает. Ну, в общем, очень интересные, маленькие. Взять с собой их тоже куда-то удобно. Я обычно люблю еще в себе в сумку бросить какую-нибудь игрушку, чтобы в каком-то случае, например, ребенку ее предложить. Симпатичные. Ну, а главное, что они недорогие, и если даже ребенок их потеряет, то не так жалко, и можно подзаказать еще. Вариантов у продавца там много разных, есть выбор, и высылает он, слава богу, не рандомно. Это тоже сборная посылка, здесь 3 товара. Сейчас мы с вами, конечно же, все посмотрим, но мне нравится то, что они вот так вот собирают эти посылки, они доходят быстрее. Были, да, жалобы, что не все доходили, у меня такого, слава богу, еще не было. И эта сборная посылка оказалась посылкой моего мужа. Я понятия не имею, что он там заказал, поэтому открывала вместе с вами, и оказалось это так интересно. Это таблетки для омывашки в машину. Давайте откроем и посмотрим одну. Ну, такие у нас уже были, они нам очень нравятся. Вот такая таблеточка. Рассчитана она на 4 литра, но мы вам покажем в 1,5. Потом муж просто залил в бак еще воды. Ну и мы смотрим, как это происходит. Посмотрите, здесь она начинает работать прямо как аспирин у пса. Вода становится голубой, и прошло где-то 25 минут. Почти полностью растворилась таблетка, но чуть-чуть еще там вот на донышке осталось. Но моет чисто хорошо. Конечно, это летний вариант, без спирта. А в этой посылке ему пришли солнцезащитные очки. Он их брал для того, чтобы водить машину. Итак, в комплекте тряпочка,
Такое ощущение, что из всем известного места ее вынули. Ужас, какая помятая. Это карточка для проверки поляризации. Тоже вся мятая. Сейчас я вам покажу, как это делается. Подарок прислал продавец. Очередная красная ниточка. Я уже со счета сбилась, сколько у нас таких браслетиков. Ну и, собственно, сами очки. Постарался он их упаковать, чтобы они не повредились. Молодец. Ну и выглядят они вот так. На солнце они должны набирать цвет. Итак, смотрите. Видно рыбку, значит, есть поляризация. Есть рыбка, нету рыбки. Очень интересно с этим играться. Вот так они выглядят. И, честно говоря, они великоваты. Даже на немаленькую голову моего мужа они все равно у него... держатся неплотно, могут упасть. Ну и тут выглянуло солнышко, и я решила вам показать, как они набирают цвет, но почему-то на камере получилось не очень, хотя они действительно хорошо затемняются. В общем, муж в них ездит, ну и вроде как доволен. А в этой посылке ему пришел Wi-Fi приемник. Это очень нужная, интересная вещь. Как вы знаете, технику я обожаю. Сейчас мы с вами будем разбираться. Итак, здесь у нас есть подробнейшая инструкция, и она действительно требуется. То есть, если будете заказывать, не выбрасывайте, потому что разбираться, в общем-то, в нем надо. Я вам, конечно же, сейчас подробно покажу, для чего и как это подключить. Итак, такой Wi-Fi приемник используется, если в вашем телевизоре нет интернета, связи, поэтому вы можете на него транслировать с любого устройства, с телефона или с планшета какие-то передачи из интернета. Ну, например, YouTube можно тоже посмотреть. Итак, на одном у него конце micro-USB и USB. Это сам приемник. Ну и вот эта штука, которая подсоединяется к телевизору, тоже с разъемом USB. Сейчас мы с вами подключим и посмотрим, как это дело работает. Разъем micro-USB мы с вами подключаем вот сюда, к этой круглой штучке. Ну а всю остальную конструкцию надо подключить к телевизору. У меня телевизор Samsung, у нас нету функции там интернета в ней, поэтому будем подсоединять. Это задняя часть телевизора. Мы берем вот этот разъем, посмотрите, это DVI. И второй конец USB мы вставляем в HDD. Все, и получаем вот такую конструкцию. Далее на устройстве, с которого вы будете транслировать, подключаемся по Wi-Fi и находим это устройство. Оно называется Anycast. Нажимаем на него, и оно с ним соединяется. Далее на пульте телевизора мы нажимаем кнопку HDMI и видим лежащую Фелю. Шучу. Вот такое меню на телевизоре. Можно подключить устройство Apple, Android и также компьютер. Теперь на телефоне мы включаем функцию повтор экрана, подключаемся, и теперь все должно транслироваться на телевизор. Я включаю свой ролик, чтобы мне не дали по шапке за авторские права. Ну и давайте послушаем и посмотрим. Показываю в большой распаковке, ну а сегодня мы ее рассмотрим поподробнее. Добралась она до меня быстро и в очень помятой коробке, но, слава богу, продавец хорошо упаковывает свой товар, поэтому ничего не повреждено. Заказывала я сразу с дополнительным набором рук. Сейчас вы увидите эту куклу и поймете, что к чему. Это подарок на 8 марта для моей дочки. Поэтому распаковку я сняла заранее. Целиком я ее не стала открывать, чтобы она сохранилась. Я специально дала вам посмотреть такой большой кусок, потому что все-таки подтормаживает запись, несмотря на то, что мы даже предварительно скачали ролик с YouTube, чтобы было получше, я могла вам продемонстрировать. В общем, устройство работает, но работает криво, и я вам показала пошагово, как это нужно сделать, но практически на каждом этапе, каждый раз какие-то танцы с бубнами приходится исполнять. Ну, если у вас есть терпение и желание, можете, конечно, тоже такую штуку приобрести. Да, я имела в виду, что ролик мы скачали внутри YouTube, а не на устройство. Есть такие оригинальные приемники от Apple, но они, конечно, очень дорого стоят.
А это уже посылочка моя. Я заказала себе вот такую светодиодную лампу. Такая же у меня есть дома, и я заказала вторую для дачи. Все время приходится дублировать товары. Она мне очень нравится, и по большей части тем, что у нее удобный крепеж, вот такая прищепка, и есть кнопка «включить-выключить», что немаловажно. И вот, по-моему, она только одна такого плана, на другом конце у нее USB. У нас на даче очень часто отключают свет, и вот от пауэрбанка такая лампа очень хорошо работает. Светит она ярко, и я вполне себе ею довольна. Та лампа у меня работает уже, по-моему, года полтора, почти 2. У нее есть вот такой гибкий шланг. Пластик, конечно, дешевенький, но работает исправно, а мне, собственно, от нее больше ничего и не нужно. Это посылочка для красоты. Решила я заказать себе праймер. Это такое косметическое средство, которое позволяет комфортно накладывать косметику, чтобы она не скатывалась тени, например. Я такими штуками пользуюсь редко. Я небольшой любитель тонной косметики, но иногда на выход куда-то крашусь, поэтому решила попробовать. Вот так вот выглядит этот пузыречек. Он небольшой, есть все сроки годности и состав. И, конечно же, я сразу проверяю на аллергию, потому что, я вам уже говорила, я великий аллергик. Но, слава богу, здесь ничего не происходит. Работает он и как он работает, мне даже сложно оценить, потому что у меня таких не было, и я еще, честно говоря, не успела им воспользоваться, не было повода. Но если кто-то из вас брал, напишите, пожалуйста, в комментариях. О, а вот это прям большая сборная посылка, здесь куча-куча всего, и, конечно же, сейчас все вот это мы с вами будем распаковывать и тестировать. Итак, открывает эту большую распаковку вот эта посылка, которая меня расстроила. Это наклейка на ноутбук. Сейчас все вам покажу. Совершенно не тот цвет, который я заказывала, от слова совсем. Посмотрите, какие должны быть и что мне пришло. Одуванчик. Ну, тоже неплохо, конечно, но половину стоимости я вернула. Я же все-таки заказываю то, что заказываю. И, в общем-то, стоит, посмотрите, она не так уж и дешево. Зачем нужна вторая вот эта часть, непонятно. У меня есть мой ноутбук, ему 11 лет, он отличный, но, к сожалению, не очень удачное у него вот это покрытие, и оно со временем облупилось, и постоянно это все у меня на руках. В общем, хочется как-то отреставрировать, чтобы он имел хоть какой-то более-менее презентабельный вид. Ну и внутри, посмотрите, тоже почти все уже облезло. И я насмотрелась роликов на AliExpress, как они клеют и дают вторую жизнь ноутбукам. И сейчас я вам это покажу. Вот китаец здесь демонстрирует. Конечно же, я понимаю, что сейчас современные компьютеры, ноутбуки очень тонкие, и у него все это прекрасно выходит. Но посмотрите, у него все-таки есть еще две дополнительные части для того, чтобы и внутри ноутбука их прилепить. У меня такого, к сожалению, нет. Ну вот он обрезал по краям, и все симпатично смотрится. Ну а что же получается на деле? Мы вдвоем с мужем вам здесь пытаемся продемонстрировать, как мы это делали с моим ноутбуком. Наклеила, клей хороший, поэтому отступать уже некуда, за нами Москва. Вот мы приклеиваем ее, и нам теперь нужно все это обрезать по размеру. У меня ноутбук покатый, не плоский, и вот моим ножом для вскрытия посылок мы вот это пытаемся аккуратненько обрезать. Вот что у нас получилось по факту. Ну, по большому счету смотрится неплохо. Конечно, обрезали как смогли. Вот здесь петли тоже нужно было прорезать, иначе это все поднимается. Углы, конечно, с замином. Ну, хоть как-то. Ну, а туда вовнутрь, уж не знаю, можно, наверное, что-то купить. Может быть, в строительном магазине посмотреть. В этой посылочке мне пришла шапочка для волос после душа. Это тоже дубль. На даче у нас есть такая розового цвета у дочки. Дома я ей купила вот эту челму, но она что-то с ней не справляется, поэтому я заказала ей еще одну такую шапочку, чтобы было удобно одевать. Вот
этот материал такой мягкий, как вот пледы я вам показывала, или есть еще пижамки такие. В общем, очень приятный, я что-то даже не знаю, как его назвать. Если вы знаете, напишите в комментариях, как он все-таки называется. Ну, мягкий и приятный, хорошо впитывает воду, удобно для детишек после душа ее надеть. Сыночек тоже захотел, но ему на его короткие волосы куда. А здесь пришла тоже посылка для дочки. Это резинка на пучок надевается вот так. Такая у нас тоже уже была давно, но она у нас вся распорхалась. Вот эта часть у нас тоже как-то отвалилась, вся распустилась. Здесь, конечно, видно клей. Она недорогая, но смотрится симпатично, а главное, вот держит, собирает все волосы. Хотела я вам продемонстрировать, как это будет выглядеть на дочке, и, каюсь, забыла напрочь вообще снять этот тест. Но я думаю, что и без него все понятно. И следующая посылка опять для нее. Поживилась она в эту распаковку славно. Здесь пришла кукла. Помните куклу Блайс, которую я уже вам показывала? Ну, вот это, я так понимаю, какая-то дешевая подделочка. Маленькая куколка, тоже с подвижными всеми суставами и с волосами, конечно же, красивыми. Купила я ей как дочку для куклы Блайс, но она оказалась не дочкой, а сестрой. Ну, хозяйке виднее. Волосы, конечно, синтетика, не такого качества, как у Блайс. Но все равно ее можно причесывать, она с удовольствием это делает. Правда, когда она только пришла, посмотрите, эти волосы стали из нее вылезать. И я думаю, ну все, сейчас потащу и вообще все волосы у нее вытащу. Но нет, видимо, это были какие-то или лишние волосы, или плохо закрепленные, но я не нашла, откуда они могли вылезти, вроде все на месте. Но все, вот эта вот часть вот эта вылезла, а остальные волосы сейчас чувствуют себя прекрасно. Соберем эту куклу. Что самое смешное, приходит она без одежды, но зато с ботиночками. Одеть эти туфли сходу, так же, как и на Блайс, у меня не получилось, потому что подвижная стопа, но моя дочка уже профессионал и делает это очень быстро. Вот такая симпатичная, в принципе, куколка, а вот она и Блайс, ее сестра, как мы теперь знаем. Ну, видите, да, разница в размерах. Дочке моей очень нравится, она с удовольствием играет, причесывает их, и, слава богу, можно вот так вот, да, им сделать обеим коленочки, и они будут прекрасно лежать. Ну что, чудесно, пусть ребенок развлекается. Следующая посылка тоже для моей подруги. Она взяла вот такие заколки. Мы думали, что цена указана за одну штучку, поэтому заказали две. А это, оказывается, набор из двух. Как-то странно там это все у продавца указано. Это, конечно же, пластик. Здесь есть инструкция, как ею пользоваться, но продавец любезно заклеил самую главную часть вот этим штрих-кодом. И на второй... Посмотрите, та же самая история. Ну, просто бомба. Как вообще все это делается, я пыталась найти в интернете. Нигде я что-то подробно не нашла. Вот, поэтому тестирование тоже мне не удалось снять. Но я брала такую для французской косы, и там я вам подробно показывала, как ею пользоваться. Правда, на нашей не было вот такой застежечки. То есть мы, получается, застегиваем прядь волос, и потом уже эти волосы начинаем как-то очень красиво обматывать вокруг вот этой вот пластиковой штуки. Не знаю, вообще, мне кажется, что такие вещи существуют для того, чтобы их купить, и они просто лежали. Эта посылочка тоже для нее. Она увидела у меня в распаковках вот такие флешки. Я купила себе 2 штуки. Это флешки на iPhone с выходом Lightning. Но у продавца есть и на micro-USB, и на Type-C, так что на любой телефон они подойдут. QR-код здесь важен. Вы с помощью него скачиваете специальную программу, через которую эта флешка будет работать. Эта флешка на 64 гигабайта. Цена флешки зависит, конечно, от ее объема памяти. С одной стороны вход в телефон, с другой USB, который мы вставляем в компьютер. Как подробно работать с этой флешкой, я показывала в ролике. Сейчас у вас появится подсказочка. Кому интересно, проходите и смотрите. И снова посылка для дочки. Так уж получилось. Купила я ей набор для скраббукинга.
Кто не знает, это такие вещи, которые делаются своими руками, открыточки, всякие рамочки, и для них продаются наклеечки и куча-куча всего. Я искала на Алиэкспресс, чтобы было все в одном, думала, что нашла набор, но набор это оказался только из наклеечек. Ну что же, зато их много. Мы по-быстренькому посмотрим. А вот тестирование покажет мой юный блогер. Я эту запись совершенно случайно обнаружила у нее в телефоне. Ну и, в общем-то, она была не против. И я вам сейчас покажу, как она снимала, ну, якобы для своего блога. Так что встречайте премьера юного блогера. Ребят, всем привет! Сегодня я вам покажу, как я занимаюсь скраббукингом. У меня такой блокнот, 48 листов. И мне мама заказала листочки. Их у меня очень много. Некоторые я уже наклеила. Вот. И еще у меня там странички. Вот страничка. Вот страничка. И вот страничка. Я вам покажу на толстую. Это закладка. Мы сейчас будем выбирать. Я хочу вот эту наклеить. А заклеивается она с помощью вот этого слоя. Тут есть такой блестящий, и тут есть такой матовый. Вот она я. Вот я как делаю. Потому что я не могу по-любому. Я не могу ногтями делать, у меня ногти мама все время стрижет, а я ногтями не умею. Хорошо приклеиваем. Вот она планочка. Еще осталось. И вот так растянуть, чтобы она хорошо приклеилась. Я не волшебник, я еще только учусь. Но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо. Я тоже надеюсь, что все будет хорошо. Мои хорошие девочки, много тоже мне пришло маникюрных посылок, но ролик получается уже таким длинным, что я покажу вам в следующий раз, хорошо? Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, и вы не пропустите следующую большую распаковку. Также, кто любит аудиокниги, можете подписаться на мой второй канал. Там я читаю разные книги, которые нравятся мне и, надеюсь, понравятся вам. Также можете прийти ко мне в Инстаграм, и если вам что-то непонятно, напишите мне в директ, и мы с вами разберемся в вашей проблеме, насколько я это могу. Ну и, конечно, всего вам хорошего.